На поверхности планеты существует географическая точка, которая на протяжении веков лишала покоя инженеров, сводила с ума историков, вызывала споры у геологов и притягивала искателей приключений всех возможных мастей. Это место, где привычное, интуитивное представление о возможностях древнего мира начинает давать сбой и постепенно рассыпается. Баальбек — город солнца. Пространство, в котором Римская империя, находясь на абсолютном пике своего могущества, богатства и административной мощи, решила бросить вызов не только законам физики, но и самой логике разумного строительства. Мы привыкли воспринимать Баальбек через открытки и туристические фотографии, через величественные руины храмов Юпитера и Вакха, через стройные коринфские колонны, уходящие в небо и создающие иллюзию гармонии и порядка. Но этот образ — лишь внешний слой. Стоит отбросить глянцевые буклеты, забыть заученные экскурсоводами даты и имена, чтобы под слоями пыли, земли и тысячелетий обнаружить историю куда более мрачную, сложную, технологичную и тревожную. Эта история не о триумфе человеческого разума, а о гордыне и расплате. Совсем недавно, в ходе масштабных и крайне сложных археологических раскопок, проводимых немецким археологическим институтом в сотрудничестве с Ливанским департаментом древностей, произошло открытие, которое заставило ученых испытать настоящий шок. Археологи нашли не очередной красивый артефакт, не мозаику и не статую. Они обнаружили свидетельство грандиозного инженерного провала, объект, само существование которого выглядит как ошибка. Он лежит в земле, словно гигантское надгробие человеческой самоуверенности. Эта находка меняет наше представление о возможностях древних цивилизаций и, что куда важнее, показывает цену, которую приходилось платить за амбиции. Наше расследование начинается. Мы отправляемся не к знаменитым храмам, где толпятся туристы, а примерно в 1 километре к юго-западу, в древнюю каменоломню у подножия холма Шейх Абдалла. Десятилетиями миру был известен так называемый «камень юга» или «хаджар аль-хибла» — камень беременной женщины. Это гигантский известняковый монолит весом около 1000 тонн, лежащий под наклоном, словно его бросили в спешке, так и не отделив полностью от материнской породы. Долгое время считалось, что это предел человеческих возможностей, самый большой камень, когда-либо вырезанный человеком. Уфологи выдвигали теории о левитации, туристы делали селфи, историки пожимали плечами, не понимая, как его вообще собирались перемещать. Но все это время внимание было направлено не туда. Мы буквально стояли на поверхности тайны, даже не подозревая, что скрывается под ней. В 2014 году группа исследователей под руководством профессора Жанин Абдулмасих начала раскопки рядом с этим монолитом. Их целью было не создание сенсации, а изучение технических оснований, попытка понять, как именно древние инженеры планировали отделять мегалит снизу, какие клинья использовали и какой была геометрия траншей. Однако, по мере углубления раскопок, картина становилась все более странной. Грунт оказался рыхлым, словно его уже когда-то вынимали, а затем засыпали обратно. Слой за слоем археологи снимали вековой мусор, римскую керамику, османские монеты, пока не наткнулись на идеально ровную, обработанную поверхность. Это было не дно карьера, это была верхняя грань другого камня. Шок наступил, когда стало ясно, что под известным всему миру камнем юга, скрытый под 5 метрами земли, щебня и отходов, лежит еще один блок, 3-й монолит, и он значительно больше. Его полностью расчистили, и предварительные измерения дали ошеломляющие цифры. Длина — 19 метров 60 сантиметров, ширина — 6 метров, высота — 5 метров 50 сантиметров. Это размеры 5-этажного здания.
Когда эти данные были загружены в компьютер и учтена плотность местного плотного известняка, расчет показал массу около 1650 тонн. 1650 тонн. Это эквивалент веса 1000 современных легковых автомобилей, сжатых в один прямоугольный блок. Это масса целой флотилии самолетов. Это вес 3 полностью заправленных ракет-носителей Falcon Heavy. И этот монстр был вырезан вручную железными кирками и зубилами в первом веке нашей эры, без гидравлики, без электричества, без машин. Это открытие мгновенно сделало Баальбек местом, где находится самый большой обработанный камень за всю историю человечества, превзойдя египетские обелиски и китайские стелы. Но главный вопрос был не в массе. Главный вопрос был в причине. Зачем римлянам понадобился блок столь немыслимого и гротескного размера? Храм Юпитера, для которого предположительно предназначались эти камни, уже стоял на платформе из 3 гигантских плит трилитона, каждая из которых весила около 800 тонн. Это уже находилось за пределами понимания даже современной инженерии. Но новый монолит был вдвое тяжелее. Зачем удваивать риск, если даже перемещение 800-тонных блоков было пределом человеческих и технических возможностей? Ответ начал проясняться после детального анализа поверхности найденного гиганта. Лазерное сканирование высокого разрешения и георадар показали дефект, незаметный невооруженному глазу. Это была не трещина от времени, не след землетрясения и не результат эрозии. Это был геологический брак самой породы. Тонкая, но фатальная линия внутри известняка. В какой-то момент, когда месяцы или годы труда тысяч людей уже были вложены, в камне появилась микротрещина. Для обычного строительства это не стало бы проблемой. Но для монолита весом 1650 тонн это означало приговор. Любая попытка сдвинуть его привела бы к разрушению под собственным весом, к гибели людей и утрате техники. В этот момент проект оказался обречен. Перед нами не чудо света, а кладбище амбиций. Это памятник управленческой ошибки, провалу геологической разведки и чрезмерной самоуверенности. Римские инженеры, опьяненные своими успехами в строительстве акведуков, мостов и амфитеатров, переоценили качество ливанского известняка и вложили ресурсы целых провинций в проект, обреченный из-за дефекта материала. Этот камень — застывший момент, когда величайшая машина античности дала сбой. Но даже этот провал раскрывает уровень древних технологий. Перемещение гигантских блоков не было магией. Это была математика, логистика и жестокая организация труда. Археологи обнаружили следы специальной дороги между карьером и храмом, сложного инженерного сооружения с мощным каменным основанием, уходящим вглубь на несколько метров. Они нашли квадратные отверстия для кабестанов, массивных воротов, к которым крепились толстые канаты. Камни тянули не прямой человеческой силой, а с помощью системы блоков и редукторов. Для борьбы с трением использовались вода, глина и известковые растворы, создававшие скользящую подушку. Для подъема блоков римляне не поднимали их вертикально. Они строили гигантские земляные насыпи и затаскивали камни по пологим пандусам, а затем убирали грунт. Трилитон стал доказательством того, что эта система работала. Каждый из 3 блоков весом около 800 тонн был установлен на высоте нескольких метров, а стыки между ними настолько плотны, что в них не проходит лезвие ножа. Эти монолиты стали не просто архитектурным решением, а инженерным ответом на сейсмическую активность региона. Ливан расположен в зоне активных разломов, и римляне понимали, что мелкие блоки и раствор не выдержат землетрясений. Монолитный фундамент весом в сотни тонн обладал такой инерцией,
что его было почти невозможно сдвинуть даже самой Земле. Ирония судьбы в том, что верхняя часть храма Юпитера в итоге рухнула, а Трилитон пережил империю, завоевания и катастрофы. Экономическая цена этого величия была чудовищной. Подсчеты показывают, что установка одного такого блока была сопоставима с годовым бюджетом небольшой римской провинции. Третий монолит должен был стать венцом этого безумия, но именно он стал символом надлома. После провала проект свернули. Камень был заброшен, засыпан землей и постепенно исчез из памяти. Средневековые жители хоронили своих мертвых прямо над ним, не подозревая, что под ногами лежит технический левиафан. Только в 21 веке он снова увидел свет. Сегодня он лежит в тени карьера, страшный и прекрасный в своей незавершенности. Следы инструментов на его поверхности выглядят так, словно рабочие ушли на перерыв и не вернулись. Этот камень хранит момент, когда величайший проект античности превратился в поражение. Это история о том, что у любой силы есть предел, что физику невозможно обмануть политической волей, и что даже величайшие цивилизации смертны. Третий монолит останется там, где лежит. Он слишком велик для нашего мира. Это зеркало, в котором отражается вечное человеческое стремление превзойти невозможное и цена, которую за это приходится платить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.